Всем большой привет, дорогие зрители! Добрый вечер, дорогие друзья, или день, неважно. В общем, о чем мы сегодня в этом видео поговорим? Давай сначала я буквально такую небольшую вводную часть для тех, кто будет смотреть нас первый раз. Мы сейчас находимся в Черногории, сюда переехали, не отдыхаем, а именно жить. Не знаю на протяжении какого времени, но квартира нам нужна была на долгосрок. Даже не квартира, скажем так, жилье, потому что мы смотрели разные варианты. Поэтому, если вы переезжаете куда-то, ну хотя даже не только переезжаете, если вы будете искать квартиру на курортах, то эта информация однозначно вам будет интересна. Тем более мы сегодня будем называть и цены, мы будем делать рекомендации по риэлторам. Поэтому... В общем, да, видео будет очень интересно для тех, кто хочет уехать на долгосрок в Черногорию, а также кто хочет сюда прилететь и найти себе жилье, ну не на долгосрочно, а что-нибудь там как-нибудь пожить. И мы рассматриваем города, то есть, естественно, не всю Черногорию полностью, а два города, это Херцег-Нови и окрестности, Будва и Рафаилович рядом. С Бечичами. Прежде чем мы будем рассказывать особенности, самое главное – это время, когда вы планируете переезжать. Например, у нас оно оказалось одними из самых неудачных. Почему самый главный вопрос, почему самое главное? Если вы думаете про выгоду, про то, чтобы не переплатить и снять за адекватные деньги, тогда да, это самое важное. Выбрать не сезон. Потому что мы когда приехали? Сезон. Старт сезона, добрый да, вечер. Мы приехали в июнь, тогда, когда цены на жилье поднялись очень сильно, когда уже есть дефицит жилья, потому что помимо людей эмигрирующих, здесь очень много отдыхающих, соответственно, цены на жилье очень сильно увеличились. Поэтому, итак, первое правило, если вы планируете приезжать на курорт, значит, лучше выбирать время после, когда сезон заканчивается. Вне сезона. Вне сезона. Да. Вначале не особо рекомендуем, потому что все собственники жилья придерживают квартиры. Они надеются, что цены будут выше и не отдают. Когда же уже все уезжают, они понимают, что все, они вот они, деньги убегают, тогда они более лояльны, более сговорчивые и цены гораздо приятнее. Если вы уже собрались ехать, это прекрасное ваше решение, вам надо искать эту квартиру. И вы понимаете, что существует языковой барьер. Как ни крути, черногорский язык, хоть он и похож где-то на наш белорусский, украинский, там, польский местами, когда читаешь, понятно, но на слух все равно ничего не поймете и не договоритесь. Поэтому вам нужен кто-то, помогающий в поиске квартиры. Этот кто-то может быть Google переводчиком, транслейтом, если вы будете вести коммуникацию через соцсети, либо понимающий русский язык, либо английский, если вы говорите по-английски, риэлтор. Здесь почему можно и даже, наверное, нужно пользоваться услугами риэлторов, платит за аренду жилья именно арендодатель. Поэтому можно смотреть много всяких вариантов, и вы за это ничего не будете платить. Найти можно риэлтора очень легко через сайты, через телеграм-группы, через Facebook, там их, агентств очень много. Здесь уже такой вопрос, как найти риэлтора, который будет честный, который адекватно будет с вами работать, предлагать хорошие варианты и, собственно, желать чего-то вам хорошего. Мы уже попробовали энное количество сотрудничества с риэлторами, и мы выделили список ребят, которых мы можем смело рекомендовать, да и вообще дружить с ними приятно. То есть, так, давай я несу маленькие такие расскажу, добавляй. Да, пошагово делать. То есть, если вы планируете переезжать в Черногорию, мы сейчас говорим конкретно о Черногории, значит, находите на Фейсбуке группы «Жилье в Черногории, аренда, продажа». Там создаете заявку, то, что нужно для вас. То есть, я сниму и определенные критерии, и ждете, что вам в личку будут писать. Либо же вы пишете самостоятельно риэлторам. И уже находясь дома, вы проводите такую выборку. Кто с вами более приятно общается, кто более сговорчив, кто учитывает все ваши пожелания. То есть вы уже по этому первому общению для себя делаете определенные выводы. С кем вы будете общаться, с кем не будете общаться. Поверьте, это очень-очень важно. Сразу видно, и потом мы уже это проверили на деле. Видно, кто как предлагает варианты. Сколько было таких, которые писали: я вам и то, завтра в 11 перезвоню, а тут уже мы на месте приехали, никто не перезвонил. А была другая девушка, которая наоборот, она показала нам столько вариантов. Сейчас Игорь обязательно ее назовет. И она такая была с самого начала, очень открытая, общительная, спрашивала: где ты, почему ты не приехал, у меня есть для тебя один вариант, у меня для тебя есть другой вариант. Это надо элементарно почувствовать, с кем вам комфортно работать. А вот эти все ссылки на группы, ссылки на сообщество, где это все можно искать, смотрите в описании под видео. Мы это все оставим. Наш рейтинг риэлторов
То есть, чтобы сэкономить вам время, если вы будете смотреть Будву окрестности и Херцег-Новые окрестности, пожалуйста, обращайтесь именно к этим риэлторам, которые, их немного. Всего лишь 3 человека мы вам порекомендуем, Да. а работали мы 4 порекомендуем, а взаимодействовали мы с гораздо большее количество, так скажем, агентств и риэлторов. Первый, кого я бы хотел бы порекомендовать, это Бранкица. Она местная, очень хорошо говорит по-русски, и, естественно, так как она местная, из Черногории, она знает здесь все. Это очень надежный, очень веселый человек, с которым вам не просто будет, я не знаю, выполнить задачу по поиску квартиры, но даже просто поговорить или даже рекомендации, вплоть до того, какой ресторан там походить нормально, будет порекомендовано. Плюс еще, естественно, она помогает, заинтересована, сама может приехать забрать вас, показать квартиру. У нее еще есть друг классный. Да. Она нас на своей машине отвозила, показывала разные варианты. И на самом деле человек очень старался подобрать для нас жилье. В нашем случае у нас действительно была большая проблема в том, что у нас животные, вот самое главное, еще один из таких, да, у нас, все да, главное, все, что мы говорим, все главное. Все главное, потому что, это самый важный критерий, по крайней мере, который нам отсрочил поиск жилья, это животные. Поэтому теперь тоже говорю, я очень люблю своих животных, это понятно, мы их привезли сюда всех 3. Но если у вас есть на кого-то оставить домашнее животное, вам будет проще. Будет намного проще. То есть, если бы, например, вот уже сейчас, пройдя этот путь, то, например, хотя бы одного кота я бы, например, дома оставила, честно вам говорю. Найти жилье с животными гораздо сложнее. Все варианты, которые гораздо красивее, новее, моднее, вы их сразу откидываете. Вас туда просто с животными не возьмут. Очень многие нам отказали в жилье именно из-за животных. Да, либо сразу будут увеличивать стоимость. Да, будьте готовы к тому, что ваши животные это двойной депозит, а депозит вернут ли, это очень большой вопрос. За год можно найти столько моментов, и, как правило, его и не возвращают. Плюс к аренде жилья это минимум 100 евро. Вот в нашем случае мы снимаем квартиру, и нам даже сразу готовы были пойти на уступки, но когда увидели наших животных, говорят, нет, ребят, все равно вы будете снимать, например, вот за эту сумму. Да, друзья, собственно, это тоже очень важная информация. Многие, я знаю, не могут оставить своих животных, вот, собственно, как и мы. Морально готовьтесь. Мы уже, если сделали отступление от риэлторов к условиям, как Алена уже сказала, депозит. Будьте готовы, что вам надо будет платить одну арендную плату как залог, как залоговый депозит. Также здесь принято платить за 5 месяцев вперед. То есть последние месяцы, если вы на год снимаете. Не все. Это мы уже, кто в сезон попали, мы, конечно, переплачиваем очень много. Первые, кто сюда приехал весной, они платили гораздо меньше, 2 последних месяца. Мы же в сезон вообще оплатили полгода последних, представляете? То есть мы сняли квартиру, например, в июне, а оплатили март, апрель, май, июнь. А вот сейчас мы будем платить за эти месяцы, которые здесь. Так себя арендодатели обезопасивают. Понятно. Да. Чтобы мы не уехали. Вот животные, видите, это вот один из наших животных, который... Из-за которого вообще нам, кстати, в одной квартире отказали. Да. Обычно из-за котов, а тут одна квартира, мы приехали с вещами уже, они увидели собаку и сказали категорически нет, и все. И мы, собственно, на улице в Будве некуда идти, добрый вечер, и здесь уже второй наш риэлтор, которого мы хотим порекомендовать. Представьте ситуацию, да, вот вы договорились, риэлтор вас привез, но хозяин по какой-то причине резко вам отказывает, все, нет жилья и так далее. Я считаю, что не каждый риэлтор начнет вот так вот, как сказать, не то чтобы напрягаться, а понимать, что это условно дело авторитета, надо как-то этот вопрос решить, и все было сделано. Вообще, на самом деле, это 2 агентства, нас представляла Наталья. Ссылочка, естественно, на ее профайл в Вайбере я оставлю в описании. Если вы будете в Будве искать жилье, обращайтесь обязательно к ней. Она из Минска, русскоговорящая, очень умная, добрая женщина. Очень нравится Наталья моему мужу, а я все-таки в данной ситуации, которая у нас была, отмечаю черногорца. Честно вам скажу, да. Что мне все-таки риэлтор, он пришел со своей женой, они посадили нас в свою машину, все обвезли, сказали, как так можно, как отказали за собаки. Он предпринял столько действий, он сказал, я сделаю все, что можно, я возьму свою машину, это одна команда, перевезу вам вещи. И Наталья, и он, они вместе работают, и Наталья тоже, они там вместе посовещались, пока мы ездили, искали квартиру, нам место показывал. Наталья сидела с Стефанией в квартире с теми людьми, которые отказали нам,
типа, идите вон отсюда, вон. Вот, и ждала, пока все это решается. Несмотря на то, что у нее была встречу договорилась, чуть-чуть перенесла и подождала, пока все это сделалось. И плюс еще находила какие-то дополнительные варианты. Вот поймите, насколько вот ты вот попадаешь в какую-то условную беду. И важно, чтобы риэлтор тебе помогал. То есть риэлтор — это такой проводник между тобой и тем жильем, где ты будешь жить, и хозяином. Очень важно, чтобы собственник квартиры... Мне комфортнее работать, общаться с черногорцами. Я им почему-то больше верю, да. Ну вот правда, у нас тут были собственники очень много русских, ну, разные национальности, и уже это не имеет значения, безусловно. Но лично мне было комфортнее с черногорцами, с местными. Но тут вот возникает проблема языкового барьера. Важно, чтобы либо вы, либо они владели английским, либо же, опять же, риэлтор между вами вот так вот общается, и она все документы оформляет. Вот это тоже важно, потому что если мы приехали на год, то нам нужно получать ВНЖ, и нам нужно... Об этом мы расскажем в следующем видео по поводу подготовки документов к ВНЖ. Да. Потому что найти квартиру на долгосрок, если вы думаете здесь оставаться и получать боровок или там трудоустраиваться как-то вам, ну, по-любому нужна будет годовая аренда. Поэтому обязательно подписывайтесь. Ставьте колокольчик, ждите наше, ну, не одно, а через видео, наверное, мы это выпустим и расскажем больше про документы. Я думаю, что это будет и интересно, и полезно. Ну, в общем, резюмируем. По Будве это Наталья плюс Вестка. Да. Вот такой мужчина, классный просто, мы рекомендуем. Да, если будете искать жилье, пишите им, они еще и экскурсии делают, там, travel agency, там, все остальное. Кстати, если вы хотите купить жилье и вас интересуют варианты, вы уже продумываете, то, в принципе, Бранкице, мы оставили ниже ее, ссылочку на нее, спрашивайте, занимается и продажами, и варианты, причем, ну, по адекватной цене. А еще, может быть, порекомендуем Юлию, очень активная девушка. Это еще один, да, еще третий наш риэлтор, которого хотим порекомендовать, Юлию. Да. Она нам не подобрала вариант, но она предлагала очень много. Вот тоже ее работа видна. Она не то, что, знаете, есть такие абсолютно не заинтересованы. Ты им бросил, они ждут, что ты сам все выберешь, и никаких вариантов тебе особо и не предлагают. 1, 2, 3 и все. Юлия, в отличие от других, она предлагает очень много. Ну да, очень. Она в агентстве работает, у нее большое... Десятки, да, и ты можешь выбирать, ты смотришь 1, 2, 3, 4, по крайней мере, есть чего выбрать, а не создается такое впечатление, что у тебя абсолютно все, нету квартиры, и ты на панике. Вот Юля помогает, чтобы этой паники не было. То есть, сравнивая, опять-таки, работу, ну, разных риэлторов, да, вот мы, опять, тех, кого порекомендовал, естественно, у них тоже были варианты, они, ну, закидывают, но еще и тех, кого мы сейчас не будем рекомендовать, то есть ты пишешь, да, посмотрим, подумаем, вот один вариант, заселяйтесь, не заселяйтесь, что нету, или там ждите, и опять-таки 3 дня не ответа и не привета. А здесь Юлия кидает варианты, а что вам это, а как вам это, а может быть здесь посмотрите, а здесь вот собаками нельзя, но мы попробуем там поговорить, подоговориться. То есть постоянно в контакте, постоянно что-то советует, входит условно в вашу ситуацию, в положение, нормально, адекватно общается. Поэтому хотите что-то, обращайтесь тоже и к Юле. Но еще надо Сергея. Сергея, мы не можем упомянуть Сергея, да. Который нам четко регионы сразу. Мы такие, ой, да что, нас один раз увидел, показал по существу 2 квартиры. И такой говорит, ну понятно, мы просто сразу у него смотрели первые наши квартиры вообще в Черногории. И он нам сразу сказал, этот район колхозный, этот район классный. Давай не будем про это. То есть субъективное мнение, все районы хороши. Нет, ну знаешь, мы сразу, конечно, ой, да ерунду нам какой-то говорит. А потом уже посмотрели, и нам практически все потом подтверждали. Да, вот этот регион для жизни самый интересный, этот гораздо менее интересный. Ну правда, то есть он вас поймет, что вы хотите, и посоветует вам не только какую-то квартиру с нужными условиями, но еще и там, где вам в каком районе будет комфортнее. Потому что везде, ну на самом деле здесь Черногория многогранная, она разная. И если вы любите такое вот уединение, чтобы там не было цивилизации, красивые виды, вам в горы там подальше там, от центра, вам это обязательно найдут жилье. Если вы наоборот такой человек, который любит движуху, там надо побольше всяких, я не знаю, мест, которые рядом, ресторанов, там, молодежи, так скажем, дискотек, вам, естественно, порекомендуют какое-то другое место. Я знаю, у нас точно все спросят цены, потому что мы много чего говорим, квартиры, за сколько мы смотрели. Давай будем называть. Да, друзья, во-первых, я вам, прежде чем мы вам скажем цены, обратите внимание на наше предыдущее видео, где мы делали рум-туры. Мы смотрели квартиры и показывали, что нам предлагают. И по ценам это все, естественно, от 500 евро в месяц. Плюс коммунальные услуги. Коммунальные услуги везде разные, зависит еще от людей, как вы будете гонять кондиционер зимой и летом, как вы будете стиральную машинку использовать, сколько вы будете бойлер там использовать, плиты здесь электрические и так далее. То есть, ну, это индивидуально. Плюс-минус 30 евро, но... До 100. Тут мы уже отбеливаемся. Про электричество.
про электричество плюс-минус 30 евро, но все вместе это в районе 100. Да. То есть можно электричество один там, не знаю, на 30, другой на 60. Ну, мы же здесь обмениваемся информацией, тут очень много семей приехало, и все такие, ну кто, получили коммуналку, рассказывайте, кто сколько заплатил. Ну, все равно, меньше 30 не заплатил никто, и это летом, нет отопления, а зимой все будем топить кондиционерами. 60, 70, 100 евро. А в основном средняя цена коммуналок, вот сейчас это 50, вот если все вот так вот, это будет 50 евро. Зимой, конечно, это умножай на 2, на 3, кто на что гораздо уже скажет. Да. Ну и по ценам квартир, там, где мы не называли, то, что смотрели в основном, это, да, 500-600 евро. Квартира, которую мы снимаем сейчас, стоит 700 евро. 700 евро в месяц, да. Но тут местоположение хорошее, мы заплатили за местоположение, безусловно, побольше. Меньше площадь, но она комфортная. Ну да, это на самом деле тоже важный момент, и сами черногорцы нам не раз говорили, вы такие говорят, вы выбираете по тому, что в квартире, насколько там ремонт красивый, там мебель и так далее. Но важнее всего выбирать по месту. То есть, чтобы у вас было в условной шаговой доступности все, что вам надо. Это и магазины, какие-то услуги, и море, может быть, и все, что угодно. Ну вот знакомая еще приехала, Игоря, коллега, они сняли квартиру вдвоем за 850 евро. Но там вид шикарный, вообще там все новое, замечательный ремонт, большая территория. Но до моря 1,5 километра. Ну, то есть с детьми мы никак. Мы смотрели дом, целый этаж, вообще просто классно. Мы не сняли, кстати. Я его не показывала, обзор. Да, там киви растут, черешня растет, там лужайка своя замечательная, вид такой. Нас даже предупредили, вы змей не боитесь. Ну, понятно, в Черногории везде змеи. Черепахи ползали в саду. Да, ну там черепашка ползала. Вот этот этаж дома стоил 700 евро. Но цивилизации рядом нет. То есть там желательно было иметь машину, если у тебя есть машина, то понятно, что выехал там и постоянно, а лучше две, потому что муж, жена, у каждого свои дела, надо будет. Поэтому стоимость очень такое понятие относительное. То, что стоит здесь 700, и, например, и там 700, они абсолютно разные, но ты уже понимаешь, за что ты платишь. Там, если хотите, чтобы это было подальше, если это подальше от моря, где-то в горах, это будет поэкономичнее. Да. Если это поближе к морю, соответственно, если это вид, за вид мы все тоже платим. Если это в стену, висят квартиры, их очень много такие. У нас есть, ты сбросишь ссылки в Телеграм? Конечно, да, все ссылки, смотреть, все цены, все посмотреть, кому интересно. Вот где-то в стену вид, все, эта квартира висит уже там 1,5 месяца, и сдать ее не могут. Начинали с 700, сейчас она висит за 500. Ну да, то есть цены, которые будут снижаться. И надо понимать, что, допустим, наша квартира, если мы бы ее искали в ноябре, стоила бы она гораздо дешевле, чем 700. И также со всем остальным жильем. И вот, собственно, мы сейчас вам назвали наших 4 топ наших риэлторов, с которыми мы будем работать всегда и рекомендуем к ним обращаться. Также, друзья, еще обращайте внимание на документы. Вам квартиру надо не просто снять, а еще и получить ВНЖ на основе договора аренды. Это изъява, это правильный, адекватный лист непокретности, который вам должны выдать хозяева, либо договор аренды. Как правило, налог, если вы официальному нотариусу заключаете договор, вы будете еще платить налог 10%, хотя должен арендодатель платить, но тем не менее это обычно перекидывается на арендаторов. Уточняйте это на берегу, потому что черногорцы очень любят, не помню, у нас таких случаев очень много, поэтому и все это потом на... Да, лучше сразу эти моменты проговаривать, уточнять. Разговаривайте только с собственником, то есть, у риэлтора уточняйте, это собственник, то есть никаких там посторонних людей, а что собственник где-то там, потом он сделает, тут так не получится, собственник должен сам подать вам все документы. Итак, мы перечислили вам 4 самых классных риэлторов по нашей версии. Я еще забыла, извини. Я же забыла, хотела рассказать особенности квартир в Черногории. Буквально чуть-чуть я вам расскажу, что вот, например, у нас квартира с 1 спальней, и вот здесь гостиная и кухонный уголок. У них это считается односпальная квартира. То есть, как у нас, например, вот постсоветское пространство, у нас однокомнатная квартира – это одна комната. Они же считают спальнями. Да, если есть спальня, значит односпальная. Односпальная. Здесь у нас в нашем понимании двухкомнатная квартира, это уже кухня и 2 комнаты, да, а по факту это односпальная, поэтому тоже такой вот легкий, может быть, недопонимание иногда. Да, двухкомнатная это 2 спальни. Да, и метраж
Если на год едете, надо понимать, что надо будет отапливать, центрального отопления почти здесь нигде нет, вы будете гонять конвертеры и кондиционеры, а это, соответственно, электричество. Больше пространства, значит, вам будет холоднее. И как нам порекомендовали риэлторы, вообще смотрят, говорит, на всех, кто приезжает из бывшего СНГ, говорит, вы какие-то странные, жалуете, хотите дома зимой ходить в майке и шортах. Я спрашиваю, а как надо? Говорит, одеваться надо теплее, слоями. Одни носочки, вторые носочки, кофту, штанишки, и будет вам тепло. Да, и давай еще пару моментов все-таки на что обратить, если вы снимаете квартиру на долгосрок. Не рассматривайте первые и последние этажи. Первый этаж холодно будет снизу. У них, как правило, идут это нулевые, так называемые этажи. Верхний, самый последний этаж очень часто протекают крыши. Очень часто. Это высокая влажность, сырость. Поэтому, а летом вы это не увидите, все быстро высыхает, солнечно, не поймете, как там все-таки будет. А зимой здесь очень много дождливых дней. Потом обращайте внимание, конечно, если на полу лежит паркет, это уже говорит о том, что будет теплее. Если плитка, это холодно. Обращайте внимание, чтобы была в туалетной комнате вентиляция. Если там стоит, например, обогреватель небольшой, это вообще замечательно. Вот у нас он есть в этой квартире. Как и вентиляция, собственно. Смотрите. Конвертер, бойлер. Да, бойлер больших размеров, если вы семьей. Один. Обязательно продумайте, как будете квартиру обогревать зимой. У нас, например, в этой квартире стоят какие-то конвекторы и в одной комнате, и в другой комнате. То есть мы по периметру. То есть мы понимаем, что мы как отопим. Еще, кстати, вот такой момент. Не бойтесь, когда в этих квартирах стоят такие дымовухи, да, как они называются, не дымовухи, а отапливать вот эти. Буржуйками, печками. Да. Дымоотводы. Да, вот эти дымоотводы есть и стоят буржуйки. Это вообще классная вещь, потому что сами черногорцы знают, где найти дрова недорого. Для нас, обычных жителей, это будет очень дорого, вернее, приезжих, а не обычных. Понаехавших. А местные знают, где найти недорого, и вот уже я читала отзывы, кто здесь живет давно, говорит, топишь, очень хорошо держится тепло. Вот, казалось бы, эта буржуйка стоит, но она очень хорошо держит тепло по всей квартире. Так что это тоже такой, сразу думаешь, фу, что это тут стоит, а потом оно для вас сыграет очень добрую службу. Солнечная сторона. Да, зимой класс, осенью тоже, но летом можно будет задохнуться. Летом советуют закрывать ставни, если вы хотите экономить и не включать кондиционер. То есть, представляете, да, ставни закрыли, вам тут греет все, кондиционер не включаете. Баня! Да, баня. Целый день. Точно, да, так себе момент. То есть на лето солнечная сторона класс, на зиму солнечная сторона классная, на лето не очень. Да, потому что очень жарко да. будет. Ну вот все, собственно, да, из момента. Да, это самые главные были наши советы. Бывалых уже, целый первый раз мы тут. На себе проверено. Да, на себе проверено. Обратите внимание на наш топ 4 риэлторов в Будва-Херцег-Нове и рекомендуем к ним обращаться. И если обращаетесь по нашей рекомендации, передавайте им привет от Игоря и от Алены. Они нас, может, уже и не будут помнить, но зато будут. Не, ну Бранкица будет точно помнить. Да я знаю, что многие все будут помнить, да. конечно. Да. Все, друзья, хорошего вам настроения на сегодня и надеюсь, все будет у вас хорошо, как и у нас. Да. Всем пока!